Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Сейчас лето 2022 года, мы плавно двигаемся в сторону осени. А что такое осень? Это новый сезон учебы. Учатся дети, учатся взрослые, учатся все. И сегодня я с вами хочу посмотреть на самый дорогой планшет от компании Samsung. Это Galaxy Tab S8 Ultra, у него такое сложное название, 14,6 дюймов диагональ. Это максимально топовое быстрое решение от компании Samsung на Snapdragon 8 Gen 1, но стоит, конечно же, понимать, а нужен ли вам такой здоровенный планшет и как он вам вообще поможет по жизни, в том числе и в обучении. Да и по цене, честно говоря, много к нему вопросов, потому что у одних он стоит очень дорого, в районе 140 тысяч рублей, можете найти такие цены там на Яндекс.Маркете или еще где-то. У других его можно приобрести тысяч за 70 и за 80. На Авито самые недорогие варианты я нашел в районе 70 тысяч рублей. Короче, стоит ли этот планшет таких денег? Стоит ли покупать его, или лучше купить полноценный компьютер или же ноутбук? При этом у вас не будет, соответственно, S Pen, при помощи которого вы можете рисовать, делать заметки. Ну и вообще у вас будет такой более стандартный вид, а здесь футуристичный, тонкий, классный планшет. У него, безусловно, есть свои минусы, начиная от цены. В общем, давайте со всем делом разбираться. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Друзья, я хотел бы задать вам очень конкретный вопрос. Скажите, пожалуйста, все самое лучшее, оно самое большое, или наоборот, все самое большое, это самое лучшее лично для вас? Пытаетесь ли вы купить все самое большое, потому что оно самое лучшее? Самый большой Samsung Galaxy S22 Ultra, самый большой iPhone 13 Pro Max, самый большой планшет Tab S8 Ultra. Или вы все-таки считаете, что размер должен подходить лично вам? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Честно говоря, знаете, я когда взял его в руки, я подумал, какой же ты здоровенный, 14,6 дюймов диагональ. Вот у меня здесь стоит MacBook 16, а это 14,6. Это практически то же самое. И в связи с этим я задал себе вопрос, а вообще нужен был бы мне такой планшет? Ну, на самом деле, да, круто, когда у тебя что-то большое, ты чувствуешь себя таким невероятно классным, но по факту, в итоге, когда ты в руках держишь вот такой планшет, мне кажется, что плюс-версия для большинства людей гораздо больше подходит, чем ультра-версия. И со временем использования я понял одну очень важную вещь. К нему обязательно нужна клавиатура. А клавиатура к нему стоит достаточно дорого. Например, там какого-нибудь DNS или еще что-то 24 тысячи рублей. То есть у нас, получается, мы купили на минималках там на Авито за 70, за 80, плюс 1000 за 20 покупаем клавиатуру. А без клавиатуры, ну, честно говоря, мы обрезаем огромное количество функционала. Вот с клавиатурой уже с ним можно работать, текстовые документы, графические редакторы, редактирование текста, монтаж видео и так далее, так далее. Да, с клавой это все работает гораздо лучше. И так как этот планшет уже у меня находится несколько месяцев, ну, конечно же, я прочувствовал все его плюсы и минусы. И давайте начнем, наверное, с минусов, потому что, ну, все-таки, еще раз скажу, большой экран — это минус, лично для меня. Он очень мало уже куда влезает. Ты его не можешь дать дочке, ты его не можешь дать своей супруге или еще что-то. Его даже сложно, в принципе, взять с собой, там, не знаю, в самолет, чтобы куда-то лететь, потому что он реально большой. То есть это все-таки вещь, я бы сказал так, она в основном не для переносов, как мне кажется, она для того, чтобы она стояла дома, ты с ней работал, ты, может быть, при помощи нее смотришь там киношки или еще что-то, хотя на самом деле возникает следующий вопрос. Окей, если тебе он нужен для работы, почему ты для работы не купил себе ноутбук? Ну, потому что очевидно, что все-таки ноутбук дает больше возможностей по работе, чем планшет. И единственное, чего не дает ноутбук, это возможности рисовать S Pen. То есть, если у вас какая-то работа с графическим дизайном, если у вас какая-то работа, когда вам нужен именно рисовальный инструмент, но вот тогда, возможно, это можно назвать именно рабочим моментом. Во всех остальных ситуациях, по большому счету, можно просто купить за 80, за 100 тысяч рублей ноутбук, и он будет вполне себе окей, даже по современным ценам. Да, он, конечно, безумно тонкий, 5,5 мм. Это практически самый тонкий планшет. Раз, это тоньше любого телефона. Два, и это супер элегантно. И вообще, когда ты его берешь в руки, ты думаешь, господи, как это? Это прямо чудо инженерной мысли. 5,5 мм толщина, но при этом весит он прилично, 726 граммов. Экран, понятно, здесь AMOLED, он очень яркий, хотя разрешение, на самом деле, у него не такое и великое. То есть количество точек на дюйм всего лишь 240. Это, честно говоря, немного, и если прямо начать приглядываться, то можно очень легко увидеть пиксели. Так как здесь у нас AMOLED экран, пиксели мы видим. Это, конечно же, проблема любого большого планшета, потому что у того же iPad Pro 12,9 у него тоже 265 точек на дюйм. Соответственно, если посмотреть, тоже можно увидеть пиксели. Так что ребята находятся примерно в одной ситуации. Я бы не назвал это проблемой, на самом деле, потому что вглядываться в пиксели, как бы зачем? Ты купил планшет себе дорогущий за 80 тысяч рублей, что в итоге смотреть, если там пиксели? Ну, купи себе Galaxy S22 Ultra, у него будет 500 точек на дюйм, и пытайся найти пиксели там. Это гораздо более интересное занятие. Еще один момент касается веса. Веса и, знаете, игр. То есть, когда, грубо говоря, мы играем в какие-то игры, где у нас планшет установлен на стол, установлен на
подставку, клавиатуру, вопросов никаких нет. Все такое большое, классное, замечательное. Но когда ты играешь в какой-нибудь Call of Duty, и ты планшет держишь в руках, потому что иначе ты никак не можешь играть в Call of Duty, ты постоянно держишь 700 граммов веса. И это, честно говоря, в какой-то момент начинает напрягать. То есть полчаса игры, час, это прям уже большой геморрой. Я уже молчу про то, что на самом деле планшет, как мне кажется, не очень сильно подходит под шутеры, просто потому что неудобно управлять. То есть когда у тебя в руках вот такой небольшой Galaxy S22 Ultra, у тебя все органы управления под руками, ты очень быстро, легко перемещаешься, и тебе не надо ни о чем думать. В этом здоровенном устройстве, пока ты большим пальцем дотянешься до точки, чтобы включить прицел, пока ты другим большим пальцем переместишься наверх, вниз и так далее, ну то есть удобство играть в шутеры на планшете, я, честно говоря, поставил его под сомнение. То есть на планшетах поменьше это точно делать удобнее. И это с одной стороны, а с другой стороны, это очень быстрый планшет. У него стоит Snapdragon 8 Gen 1. Все люди, которые пользуются Samsung, они знают, что лучше Samsung на снэпах. Я, честно говоря, всегда борюсь за то, чтобы Exynos тоже показал, что он молодец. И вот в прошлом году, как будто бы Exynos даже был получше, чем прошлогодний Snapdragon. А в этом году все-таки Snap опять берет верх. А в Antutu этот товарищ выдает порядка 700 с лишним тысяч баллов, вот, например, 715 тысяч баллов, и он не сильно нагревается, 27,8 градусов. Это хорошо, потому что в это же время тот же самый телефон с таким же процессором будет нагреваться свыше 40 градусов, но при этом он достаточно сильно теряет аккумулятор, минус 7%. Для меня это, честно говоря, странно, что планшет под нагрузкой теряет так много. Тот же самый Galaxy S22 Ultra на прохождении Antutu теряет порядка 5%. Здесь здоровенный аккумулятор на 11200 мАч. Странно, что в соотношении он в итоге теряет больше. Но при этом мне нравится, как работает система охлаждения. Ну, тут вообще один большой модуль для охлаждения, поэтому тут, по большому счету, никакого тротлинга нет. 100 потоков, 20 минут. Тротлинг-тест проходит хорошо, 333 тысячи баллов Antutu, средняя 308. Просадка, ну, где-то там до 10% спустя какое-то время. Здесь все хорошо. Плюс, вы помните, был скандал, когда компания Samsung не давала возможность разгонять свои топовые телефоны и планшеты, и поэтому установила специальное приложение Game Booster, которое все закрывало. Потом, соответственно, люди вышли на митинги, и компания Samsung сказала: окей, заходите в настройки и включайте свою эту галочку, чтобы у вас планшет и ваш смартфон нагревались по полной, но при этом выдавали больше FPS. Все такие: о, классно, компания Samsung, спасибо большое. Здесь, соответственно, тоже можно зайти в Game Launcher, зайти в нужные настройки и отключить вот эту галочку, чтобы у вас планшет мог нагреваться по полной программе. Но я бы сказал так, вообще производительности у него очень много. То есть это в плане и игр, и в плане оболочки, и в плане быстродействия. Да, конечно же, есть такой момент, что самсунговские оболочки, какими бы они классными ни были, они все равно немножечко подлагивают. Они подлагивают как на Galaxy S22 Ultra, на Exynos они подлагивают побольше, на Snapdragon поменьше, но все равно подлагивают. И здесь на планшете она тоже не супер идеальна. То есть, когда берешь в руки iPad Pro, например, или какого-нибудь китайца, там, Xiaomi топового, Realme, вот там анимация прямо идеальная. Здесь, к сожалению, этого нет. Я не могу сказать, что это проблема. Я не могу сказать, что при выборе планшета, когда ты думаешь, а будет ли там полностью отрабатываться анимация, мне кажется, что люди, когда выбирают планшет, они больше смотрят на то, а как они это будут использовать. Например, для работы, например, для просмотра видосиков и так далее. То есть к работе, к быстродействию этого планшета у меня вопросов нет вот вообще никаких, но при этом все-таки есть подлагивание. Это момент, который, возможно, вас будет раздражать, поэтому обратите на него внимание. Следующий плюс, который я нашел, его реально сложно сломать. Я, конечно же, не пытался, потому что, честно говоря, очень дорогое удовольствие ломать планшеты, но есть чувак, Jerry Rig Everything, который ломает все, и он пытался согнуть этот планшет всеми способами, а он такой большой мужик, наверное, килограммов за 100 весом, и у него не получилось. То есть обычно он смартфоны сгибает, чтобы вы понимали, да? Большинство смартфонов, которые попадаются ему в руки, он их сгибает и ломает руками. Не с первого раза, не со второго, но получается. Здесь он не смог планшет согнуть. Это очень круто, это большой плюс компании Samsung за то, что они сделали конструкцию именно такой, что его не сломать. Понятное дело, что вы его не будете держать в заднем кармане джинсов, но если вдруг где-то там в рюкзаке что-то где-то согнется, есть вероятность, что планшет не сломается, и это очень круто. А если вы еще будете использовать и специальную клавиатуру, если вы еще будете использовать специальный какой-нибудь чехол, это будет добавлять жесткости на скручивание. Круто, здесь вопросов никаких. И нет вопросов никаких к звучанию, оно офигенное. Ну просто сумасшедше круто звучит. Здесь 4 динамика, настроены они компанией AKG. Если ты держишь планшет вот так вот, у тебя все равно сверху все звучит
Просто великолепное звучание. Возможно, лучшее звучание среди всех планшетов. Причем Samsung и предыдущие тоже хорошо звучат. И Galaxy S Tab, S7, и 8 Plus и так далее. iPad тоже хорошо звучит, но здесь просто великолепно. Я не могу сказать, что достаточно громко, но вот та атмосфера, которую создает звук, плюс там Dolby Atmos и так далее, очень круто. Еще из крутого у нас здесь снизу USB Type-C, и он стандарта 3.2, то есть это очень быстрый, современный USB Type-C. И здесь хочется передать привет вообще всем от компании Apple и заканчивая всеми китайцами, Realme, Xiaomi и всеми остальными, потому что у них у всех USB 2.0, медленное решение. А что это дает? Ну вот когда вы будете сюда закачивать какие-нибудь киношки, ну соответственно перемещение файлов от компа к планшету будет происходить гораздо быстрее. Когда я рассказывал про экран, я, конечно же, не сказал про главную вещь, это челка. Да, к челке, конечно же, очень много вопросов. Я имею в виду, что, знаете, наверное, если бы у Apple не было челки, возможно, и никто бы не обратил внимания, ну, типа челка и челка. Но так как у компании Apple всю жизнь есть челка, и так как компания Apple уже давно пытается, грубо говоря, от нее избавиться, и все таки говорят, ой-ой-ой, убирайте, и когда Samsung в 2022 году выкатывает планшет свой главный, самый большой, красивый, замечательный, и у него есть вот эта фишка компании Apple челка, это как бы странно. С другой стороны, ну, все-таки, скорее всего, это техническое решение, потому что все рамки вокруг, они очень тонкие. Наверное, самые тонкие рамки, или, по крайней мере, так, одни из самых тонких рамок среди всех планшетов. И поэтому вот те камеры, которые здесь установлены на фронтальной части, они просто не помещаются в рамках этих рамок. Да, возможно, стоило сделать как в смартфонах, просто черное отверстие, через которое будет на вас глядеть камера. Видимо, это технически не получилось, поэтому такой вариант. Раздражает меня челка? Больше, наверное, эмоционально. Типа, ну нахрен надо. Я, может быть, даже согласился бы на более толстые рамки, хотя тоже вопрос, честно говоря. Тут как бы что лучше, что хуже, непонятно. На фронтальной камере, кстати, у нас две 12-мегапиксельные камеры. Одна широкая, вторая очень широкая. Можно снимать 4К, 30 и 60 кадров в секунду. Кстати, опять же, большой привет всем китайским флагманам. OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12s Ultra, Realme GT 2 Pro и так далее. Все китайцы не умеют снимать 4К на фронтальную камеру, кроме компании Huawei. Им тоже большой привет. Жалко, что им сейчас тяжеловато. Вот, Samsung на планшете это делает, это круто. И сама камера здесь хорошая. То есть ты можешь проводить и видеоконференции, и видеозвонки, и никто не будет думать, что ты выглядишь как-то не очень. Да можно снимать и видосы, и фоточки делать. Короче, фронтальная камера зачет. В целом все хорошо и у задней камеры. Основной она на 13 мегапикселей. А вот к ультраширокому модулю я бы, честно говоря, задал вопросы, потому что он всего лишь на 6 мегапикселей. То есть получается, что широкоугольные кадры лучше делать на фронтальную камеру, нежели на ширик сзади. Сзади, кстати, у нас есть вот такая полоска, где мы магнитим наш M-Pencil, который заряжается, причем заряжается он достаточно быстро. 2 минуты и все. У нас здесь стоит 12-й Android, One UI 4.1, компания Samsung. Это одна из тех компаний, которые максимально быстро доставляют новые версии Android на свои планшеты. В этом смысле они молодцы, плюс они каждый месяц присылают апдейт, поэтому здесь все хорошо. Я не могу сказать, что за время использования этого планшета я получил какие-то апдейты, которые что-то кардинально поменяли. Нету, как работал, так и работает. Тут вопросов, наверное, особо нету. Еще один момент, который я хотел бы немножко поправить в этом планшете, это вибро. Оно, честно говоря, не флагманское. То есть, если мы исходим из того, что флагманское это вот такие постукивания, да, молоточком, Taptic Engine, то здесь его нет, здесь просто обычная вибрация. Она жужжит себе и могла бы жужжать как-то по-другому. И если, кстати, вспомнить тех людей, у которых есть аллергия на шим, то для вас, соответственно, такой планшет не подойдет, потому что у Samsung достаточно шимный экран, и глаза могут, ну, грубо говоря, реагировать на это. Но при этом у Samsung есть младшая модель, Galaxy Tab S8, там у нас стоит IPS экран, поэтому если вам хочется самсунговский планшет новый, замечательный, классный, но при этом не хотите AMOLED, соответственно, можно купить IPS. Ну, или посмотреть на какие-то другие планшеты. Кстати, к разблокировке этого планшета Samsung тоже подошли, ну, с умом, потому что, во-первых, у нас есть сканер отпечатка пальцев, он работает достаточно быстро. Примерно так же, как в топовых Samsung, только не S22, а S21. 22 вообще быстро, здесь он не такой быстрый, но все равно работает хорошо. И разблокировка при помощи фронтальной камеры, она традиционно у Samsung немножечко затормаживающая. То есть китайцы разблокируются больше. Но китайские планшеты не имеют сканера отпечатка пальцев, и вообще очень мало у кого есть сканеры в планшетах, так что здесь Samsung тоже молодцы. Далее я хочу пару слов уделить режиму, который называется Samsung DeX. Это когда ваш Samsung превращается в рабочий компьютер. С одной стороны, это хорошо, потому что он очень сильно похож на Windows, соответственно, у вас есть возможность использовать много приложений на одном экране, так как у нас экран здоровенный, это все работает хорошо. То есть, когда мы просто, например, используем Android-версию, то мы можем 2 или 3 приложения разместить на экране. Здесь у вас более развязаны руки, вы можете использовать окна, как Windows. И как будто вы знаете, эта история подкупает, типа, ты можешь использовать свой планшет как ноутбук. Ну, только купи себе клавиатуру за 20-ку, и все будет хорошо. Или за 30-ку. Но, к сожалению, знаете, какая штука? Правда жизни такова, лично для меня, да, для кого-то наверняка по-другому, что я
систему DeX не использую. То есть у меня есть мой ноутбук, MacBook Pro 16, и я его использую. У меня есть новый ноутбук от компании Samsung. Я, кстати, про него тоже совсем скоро расскажу. Он, во-первых, открывается, знаете, как Apple, без второй руки. А во-вторых, он вот так вот раскладывается. Ну, короче, как Lenovo Yoga. Но самое главное, что ноутбуки, когда я использую как ноутбуки, мне там все как бы понятно. Когда я использую планшет в виде ноутбука, постоянно возникает какое-то замешательство, что это можно было бы сделать удобнее на ноутбуке. Мало того, конечно же, программное обеспечение, оно не всегда подходит под те задачи, и как только тебе нужно чуть-чуть сдвинуться вправо или влево от обычных там редакторов, вордов и всего остального, то ты сразу сталкиваешься с тем, что такой программы нет. Такой программы нет, и поэтому я бы сказал, что все-таки, конечно же, для работы, для использования каких-то более важных задач лучше подходит ноутбук. Да, естественно, печатать текст, заниматься редактированием, в том числе, может быть, монтажом видео и так далее, все это дело можно делать на планшете. Но как только нужны более специальные задачи, все, у нас уже планшет, получается, не очень готов. Еще, наверное, стоит отметить тот момент, что у компании Apple, да, и экосистемы Apple чуть больше все-таки приложений для того, чтобы можно было себя реализовать в плане планшета. У Samsung и, в принципе, у Android с этим немножечко посложнее. Зато бесплатно, зато Сбербанк можно накатить, Альфа-банк накатить и все, что хотите, а у Apple уже таких радостей нету. В общем, небольшой паритет. Значит, что касается аккумулятора, 11200 мАч аккумулятор, 45-ваттная зарядка поддерживается, час с лишним заряжается полностью этот планшет, вообще круто. За час с лишним заряжать этот планшет, с учетом того, что здесь аккумулятор больше в 2 раза, чем на Galaxy S22 Ultra, который тоже заряжается примерно столько же. То есть здесь у нас 5000 мАч, здесь 11200, а заряжается одинаково. Прикольно. Но самый важный, наверное, момент в том, что у нас экран здоровенный, поэтому аккумулятор тратится. Да, тратится, чем бы вы, по сути, ни занимались. Играете ли вы в какие-то тяжелые игры, или, может быть, просто вы печатаете текст, экран тратится. И поэтому, в принципе, если вы постоянно будете использовать этот планшет, то день-другой, и он, да, на ноль уходит. Поэтому, в принципе, каждый день или через день вам нужно будет его заряжать. Это, безусловно, не проблема. Это не то, что нужно часы каждый раз снимать и заряжать, и еще тратить на это 2 часа. Я напомню, кстати, что в часах, в тех же самсунговских, нету быстрой зарядки. То есть часы с объемом аккумулятора, там, типа 500 мАч, заряжаются дольше, чем здоровенный планшет. Это вообще какая-то мистика. Но, в принципе, быстрая зарядка в часах есть, по-моему, только у Huawei, еще что-то вроде и все. Короче, по аккумулятору, понятное дело, целый день нормально. Если смотреть видео, то порядка 10 часов он потянет. И еще есть вещь, которая будет транжирить ваш аккумулятор. Это, конечно же, сим-карта, которую можно сюда вставить и использовать. Соответственно, вы будете ловить LTE-сигнал. С одной стороны, это хорошо. У вас это даже, грубо говоря, такой небольшой телефон, по которому вы можете разговаривать. С другой стороны, это тратит дополнительный аккумулятор. Что касается стилуса, да, ну, мы знаем, да, он работает очень быстро, классно, можно рисовать, замечательно получать удовольствие, релаксировать и так далее. Но этот кейс, знаете, по раскраскам и всему остальному показывают на всех презентациях, а в итоге я, честно говоря, не знаю, кто занимается раскрашиванием там чего-то на планшетах. Понятное дело, что есть люди, которым нравится рисовать, и я знаю такого одного человека, это моя дочь Амелия, ей 6 лет, она очень любит рисовать, и ей очень прикольно рисовать на планшете. Больше, честно говоря, у меня желания особенно рисовать нету. Я как-то у других людей тоже не видел, чтобы они на планшетах там сильно рисовали. Возможно, я просто не в том районе живу, не знаю. А так все стандартные фишки, которые есть, в том числе и у телефонов со стилусами самсунговскими, это и перевод текста, и заметки, написание на выключенном экране, управление камерой, да, то есть ты можешь отойти, сделать фотографию дистанционно, нажав кнопочку. Все эти вещи есть, они прикольные. Про них очень много разных есть видосов на YouTube, в том числе и у меня на канале. Так что переходите, посмотрите. В целом, вот что могу сказать. Если говорить просто про само устройство, то оно, наверное, классное, но для меня оно большевато. То есть мне неудобно его, честно говоря, использовать по жизни, мне неудобно его просто так носить куда-то, мне неудобно на нем играть в игры. А для того, чтобы посмотреть сериальчик и киношку, можно использовать, ну, более стандартный размер, да, типа 10 там дюймов и так далее. И глобально от этого ничего не изменится. В этом планшете, безусловно, есть уникальные фишки, это поддержка SP, но он очень тонкий, классно, замечательный, яркий экран и все остальное. И знаете, такой планшет является символом достатка, потому что уж если человек купил себе вот такой планшет, возможно, он выложил за него свыше 100 тысяч рублей, но очевидно, у него по жизни все вообще хорошо. И если люди покупают себе топовые Samsung или айфоны, покупая их в кредит, соответственно, не всегда понятно, что у них там с кошельком, здесь можете быть уверены, что этот планшет является символом достатка. Не могу себе представить, что люди покупают этот планшет в кредит из-за того, что у них не хватает на него денег. Мне кажется, что это не очень обоснованная покупка все-таки. Не хватает денег, купи себе
Xiaomi Pad 5 за 25 тысяч рублей и чувствую себя вообще отлично. А рисую на бумаге. Могу ли я этот планшет рекомендовать для детей, которые будут там учиться или еще что-то, заменит ноутбук? Нет. Во-первых, дети его разломают. Несмотря на то, что Jerry Rig Everything не смог сломать, дети его сломают очень-очень быстро. В какой-то момент они где-то будут идти, и все у них развалится и разобьется этот бедный экран. Также этот планшет не является на самом деле прямо аналогом ноутбука. Да, на нем можно рисовать, на ноутбуке нельзя рисовать, но в целом ноутбук такая штука понадежнее, согласитесь. По программному обеспечению и так далее. Так что я бы сказал, что этот планшет является таким очень приятным добавлением, когда вот у вас есть уже вот много всего, и вы такие, а почему бы мне не купить какой-то здоровенный классный планшет? Я ведь умею рисовать. Собственно, на этом все, друзья. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Меня зовут Фил, это Честный блог. Не болейте, всем счастливо и пока.